Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего второго квартала и будем говорить о городе Днепр. Поговорим о недвижимости, о жилой недвижимости, будем говорить о первичном, вторичном рынке. И, конечно же, будем говорить не просто мнение там кого-то, да, эксперта назовем, а будем говорить с цифрами. И через призму времени и цифр попробуем разобраться с процессами, которые я наблюдал как на протяжении одного месяца, это колебательные процессы, так и на протяжении одного года. Ну, наперед могу сказать, друзья, в общем-то рынок города Днепр ведет себя адекватно. Первичка дорожает незначительно, вторичный рынок дешевеет. Итак, смотрите до конца, я думаю, что будет интересно. Переходим уже к статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. И через, так сказать, вот эти статистические временные финансовые ряды разберемся, что же произошло на рынке жилой недвижимости города Днепр. Никакого бла-бла-бла. Хотя многие мне пишут: Андрей, слишком длительное вступление, много цифр. Так что же произошло? Так вот, я вам об этом и рассказываю, только ссылаюсь на статистику. Друзья, перед вами карта карта региона. Донецко-Приднепровского региона. Видим, куда входят до войны 4 крупных областных города, центра сейчас, значит, 2. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Расскажу, как пользоваться информацией на данной карте. Здесь обобщенные данные или сводные данные, которые характеризуют в целом, что произошло с рынком на протяжении одного месяца. Начнем с населения. Население 966 тысяч, это довоенное население. Традиционно прошу, друзья, это официальная статистика, традиционно прошу, друзья, которые живут в Днепре, напишите, сколько людей проживает, по вашему мнению, сейчас. Я предполагаю, что там 1700 осталось, может быть, даже меньше, с учетом того, что это прифронтовый город, и, соответственно, так сказать, у кого была возможность уехать, они, скорее всего, уехали, по крайней мере, внутри страны, кто на западную часть Украины, кто больше склонен переезжать в центр Украины, где вроде бы тоже стреляют, но не так интенсивно, как в городе Днепр. В общем, напишите, мне будет интересно, почему спрашиваю, сколько людей, это не праздный вопрос. Люди живут в квартирах. Если количество людей уменьшается, то закономерно все уменьшается и снижается стоимость квадратного метра. И увеличивается, кстати, количество продаваемых квартир, о чем мы сейчас и будем говорить. Количество предложений, которые были зафиксированы мною компанией Olymp Consulting. Напомню, что у меня есть авторское право, патент на данный софт или программное обеспечение, которое позволяет мне работать с большими цифрами. В качестве подтверждения показываю вам, что в июне месяце было зафиксировано в просторах интернет, это все крупные интернет-порталы, сайты мы мониторим, 41 490 объектов жилой недвижимости выставлялось для продажи, что на 1,1% больше, чем это было в прошедшем мае месяце. То есть, кто знаком хоть немножко со статистикой, понимает, что выборка, в общем-то, генеральная выборка репрезентативна. Через именно такие большие массивы данных я могу достаточно точно говорить вам и показывать, что происходит с рынком недвижимости. Не через 2 или 3 продажи риэлтора, который там в год продаст 3 квартиры, и он уже судит, что происходит с недвижимостью. А именно только в один месяц было обработано 41 490 квартир. Ну, причем эта выборка еще, друзья, она не просто репрезентативна, она однородная, она разбита на классы, на сегменты, ну, о чем мы сейчас и будем говорить. Итак, социальное жилье, друзья. Это жилье, которое осталось со времен Советского Союза, самый большой класс рынка недвижимости. Подешевел на 0,37%, и это вполне, друзья, логично. Следующее мы видим социальное жилье. Следующее у нас социальное жилье, аренда. Здесь долгосрочная аренда, поэтому я сравниваю первый квартал со вторым кварталом, не месяц с месяцем, а именно кварталы сравниваю.
видим, что за квартал выросла аренда на 2,68%. В общем, об этом будем говорить в конце видео, когда я буду вам рассказывать о том, что произойдет с недвижимостью, то есть по-простому прогнозах. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, также вторичный рынок подешевел на 0,25%. Ну и первичный рынок, как я говорил, в принципе ведет себя закономерно. Почему? Потому что тот, кто интересуется, а все интересуются, как соотношение курса доллара и, так сказать, гривны, да, плохо влияет на что? Ну, во-первых, на платежеспособность населения, во-вторых, вот эта девальвация, она еще называется, девальвация национальной денежной единицы, я имею в виду. Так вот, эта девальвация вызывает инфляционные процессы, когда, значит, все меньше товаров и услуг можно купить за гривну. Дорожают стройматериалы и так далее. И, соответственно, по логике этой рынок первичный, а он продается исключительно за гривны, в отличие от вторичного рынка, который продается или за доллар, или за евро, мы видим динамику роста. Рынок эконом-класс плюс 0,39%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс плюс 0,17%. Ну и первичный рынок элитный класс плюс 0,38%. Итак, друзья, я ознакомил в целом вас о том, что произошло с рынком недвижимости за один месяц. Напомню вам, что я использую в своих исследованиях научную методологию. Хочу немножко, так сказать, развеять, чтобы как оно называется, цифры. Мне пишут: Андрей, настолько нудно, говорит, что невозможно больше 2 минут тебя смотреть. Так вот, давайте так, я занимаюсь прикладной наукой, и мне всегда интересно, как реагируют на мои, так сказать, исследования обыватели, люди. И наверняка каждый из вас смотрел детективный роман о Шерлоке Холмсе, который, кстати, был достаточно серьезный расследователь и применял в своих исследованиях, друзья, метод дедукции. Вот сейчас показал вам на примере и еще раз проговорим, что такое метод дедукции. Это когда от общей картинки мы переходим к частным каким-то моментам. Я не являюсь расследователем, я занимаюсь исследованиями рынка недвижимости и также применяю данный метод в своих исследованиях. То есть я сейчас вам показал метод дедукции, полную картинку по всему рынку недвижимости, включая первичный и вторичный. А теперь от общего будем переходить к частному, то есть уже более декомпозированные данные, более подробные, для того, чтобы картинка в целом у вас в голове сложилась. Итак, досмотрите, в любом случае, я думаю, что будет интересно, будем еще говорить о прогнозах. Итак, перед вами карта города Днепр в разрезе административных районах, класс социальное жилье. Видим, что здесь недвижимость подешевела на 0,37% за месяц. Что, друзья, бросается в глаза? Бросается в глаза, что наибольше всего подешевела недвижимость. Неудивительно, Самарский район. Ну, у меня там, кстати, родственники до войны жили. То есть это достаточно такой жилой массив, где много промышленных зданий. Ну, в общем, знаете, что жилые массивы, спальные массивы, они, как правило, да, не сильно там бюджетно назовем недвижимость, так и здесь. Самарский район, он самый недорогой, и, естественно, подешевела недвижимость здесь наибольше всего за месяц, минус 0,42%. Ну и наименьше всего подешевела недвижимость, это тоже неудивительно, конечно же, в центральных районах. Один из центральных районов — это Соборный район. Здесь всего лишь подешевела недвижимость на 0,31%. Следующий слайд, друзья, появился благодаря вам, где вы мне на протяжении многих, так сказать, ну, лет уже, наверное, да, я YouTube-канал веду достаточно давно, писали: Андрей, что произошло с недвижимостью за время войны? На примере класса социального жилья, самого большого класса рынка недвижимости, давайте разберемся. Я сделал такое вот исследование длиною почти в 4 года и 5-6 месяцев, да, война сколько у нас идет. Итак, что мы видим? Поквартальные исследования. Война началась в 2022 году, 24 февраля. Стоимость квадратного метра, класс социальное жилье, $626 за квадратный метр.
Первый год войны интенсивно снижалась стоимость квадратного метра, порядка там 9-10%. Можете посчитать, реперные точки присутствуют. Второй год войны, друзья, здесь стоимость квадратного метра снижалась незначительно, но динамика снижения присутствовала. Третий год войны наиболее всего подешевела недвижимость, друзья. Где-то порядка 14-15% реперные точки есть, вы можете это все посмотреть. И, о чудо, на четвертый год войны, по-моему, второго квартала, также это июнь месяц, мы увидели динамику роста. И данная недвижимость данного класса росла практически до января месяца 2020, сегодня у нас 6-й год. То есть видим, непонятное аномальное явление длиной чуть больше полгода наблюдались на рынке недвижимости. Ну и сейчас мы видим, что линия, кривая линия, еще называется линия тренда, я ее аппроксимирую, то есть сглаживаю вот так, показывает нам динамику снижения. Мы видим, что с февраля месяца, в общем-то, рынок недвижимости стал вести себя адекватно. Ну, в прифронтовом городе по-другому не может вести себя недвижимость. Итак, подводя итоги, внизу таблица Excel посчитал за нас. В целом, сравнивая, естественно, начало войны, это март 2022 год, это у нас какой первый квартал, с вторым кварталом, с июнем 2026 года стоимость квадратного метра снизилась на 13,74%, ну на 14% можно округлить больше в сторону. Вот именно так, друзья, себя ведет рынок недвижимости и никак по-другому. И те, кто мне пишет: Андрей, да это все неправда, рынок растет, и как пирожки горячие там продают квартиры. Друзья, ну я как бы с вами общаюсь как с взрослыми людьми, показываю исследования, показываю цифры, объясняю методологию, которую применяю. А когда мне про пирожки говорят, то я понимаю, что, может быть, этим специалистам лучше и правда продавать пирожки, а не заниматься там продажей чего-то, что называется недвижимостью. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Очень кратко о том, что произошло с арендой. Внизу мы видим, что аренда выросла за квартал, а тут сравниваем первый квартал 2026 года со вторым кварталом, на 2,68%. Это очень много. Будем дальше разбираться, друзья, в конце видео, когда перед прогнозами я обязательно вернусь к аренде. Итак, следующий слайд. Здесь мы говорим о вторичном рынке квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Снижение минус 0,25%, что вполне, в общем-то, закономерно для прифронтового города. Ну и следующий сегмент — первичный рынок. Напомню вам, первичный рынок — это квартиры, не сданные в эксплуатацию, и не факт, что они будут достроены, с учетом того, что это город Днепр. Ну, как и город Харьков, друзья, как и город Сумы, все прифронтовые города, они подвержены одному внешнему фактору. Внешний фактор — это война, которая, в общем-то, не делает людей богаче, счастливее. Естественно, люди, наоборот, бегут, бросая свои квартиры. А первичный рынок еще и не построенный в придачу, но, в принципе, он есть. Пытаются люди что-то там продать, и видим, что рост на 0,39%. Это у нас квартиры эконом-класса. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,17% за месяц. Также первичный рынок квартиры элитного класса подорожали на 0,38% за месяц. Друзья, обратите внимание, что первичный рынок элитный класс квартиры только в 3 административных районах строятся квартиры подобного класса. Это Шевченковский, Соборный и Центральный. И, в общем-то, достаточно сильно еще отличается стоимость квадратного метра квартир одного и того же класса в зависимости от локации. Итак, друзья, подходим к слайду, где будем говорить, что произошло за год. Предыдущие слайды мы разбирали месяц, период был исследования, то есть это колебательные процессы, флуктуации еще можно их называть. А вот сейчас у нас тенденции длиною в 1 год. Период сравнения апрель 2025 год на примере класса социальное жилье. $537 за квадратный метр. Как я вам уже говорил, с 6 месяца, это у нас июня 2025 года, мы увидели необоснованный рост стоимости квадратного метра до декабря 2025 года. А вот уже в январе, а я говорил в феврале, да, вот видите, в январе 2026 года, то есть уже 6 месяцев,
ситуация поменялась, и стоимость квадратного метра снижается, и я предполагаю, что это будет линия тренда. То есть, если мы увидим больше 6 месяцев снижается стоимость квадратного метра, то это уже очевидно. Это тенденции, которые мы будем наблюдать до конца года. Но в целом, если сравнивать две вот эти рэперные точки, мы видим, что стоимость, положительная динамика еще есть за год плюс 0,56%. Также, друзья, немного расскажу вам о индексах. И немного, ну, самореклама, ее никто не отменял, тем более в наше сложное время. В общем-то, я нуждаюсь в том, чтобы мне делали заказы, слава богу, мне это делают. И, в общем, соответствующим образом зарабатывать и развиваться. Итак, на протяжении многих лет я и компания Alim Consulting готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс, друзья? На примере показываю вам. В данном случае индекс это здесь видите, да, положительный, это класс социальное жилье, единичка, запятая 0,06. Индекс это макроэкономический показатель, который характеризуется изменением стоимости квадратного метра во времени. Считается он достаточно просто, друзья, если у вас есть статистические данные. Давайте на примере данного графика я вам покажу, как он считается. 540, 540 видим, да, делим на 537 и получаем в годовом измерении положительную динамику роста в процентах плюс 0,56%. Или же вот этот положительный индекс единичка 0,06. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины, то есть это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому синергия наших знаний, в общем-то, поможет вам в вашем сложном бизнесе, ну и мне развиваться, заниматься науками, также развиваться компания Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть Viber-телефончик в описании данного YouTube канала. Можем созвониться с вами или списаться, как удобнее будет. Составим техническое задание под всю недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало соответствующие финансовые средства. И еще раз повторюсь, вы знаете, учитываете риски и знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду раз в квартал делать исследования и показывать вам, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Но очевидные вещи, то есть все очень как бы гармонично с точки зрения синергии знаний, с точки зрения пользы для двух сторон. Поэтому, друзья, пишите, перед этим можете узнать у ваших коллег, кто такой Андрей Гусельников, компания Alim Consulting. Ну, в конце концов, искусственный интеллект вам ничего обо мне плохого не расскажет, друзья. В принципе, там есть мое портфолио, где учился, чем занимался. Все соответствует действительности, я подтверждаю. В отличие от некоторых, так сказать, друзей-оценщиков, уголовных делов на меня не заводилось. Ну, слава богу, да. Почему? Потому что это не в упрек, а потому что оценщик это как минер, который может, так сказать, взорваться на любой оценке и получить преследования со стороны силовых структур Украины. Меня Бог этого миновал. Итак, друзья, следующий слайд, это уже последний слайд. Мы будем говорить и сравнивать два сегмента рынка недвижимости. Сегмент по продажам или предложения, квартиры, которые мы обсуждали, были выставлены для продажи на примере класс социальное жилье. Динамика положительная, плюс 0,56%, но это я повторяю просто слайд, который мы уже разбирали. А вот внизу, друзья, здесь у нас это аренда. И вот давайте на красная строка. Мы видим, что причем аренда одного и того же класса. Вверху социальное жилье, друзья, вторичный рынок, все продается в долларах. Внизу, друзья, социальное жилье, которое выставляется для аренды, она сдается в гривнах. И я это к курсу Национального банка привязал, потому что не бывает по-другому.
Но для ориентира также сделал вам в долларах стоимость, для того, чтобы вы, в общем-то, картинка у вас сложилась в голове. Итак, смотрим, что за 1 год аренда в городе Днепр выросла, друзья. Не падайте со стула, не бросайте меня, так сказать, предметами какими-то. Ну, кто знает, это 7,12%, то есть это немыслимая рост именно аренды. Еще это называется в простонародье пассивный доход. Это немыслимые, так сказать, цифры для прифронтового города. Хотя, друзья, могу вам сказать, что и этому есть объяснение. И мои друзья, которые меня смотрят давно, пишут с прифронтовых городов, что, Андрей говорит, действительно аренда растет. И растет она только потому, что офицерский состав, ну, во-первых, город насыщен множеством, чтобы было везде для логистики, множество промышленных зданий, где там что-то делается военно, да, там, начиная от беспилотников, заканчивая там ремонтом военной техники. Там работают кто, друзья? Совершенно верно, специалисты военные, хотя они могут быть и гражданские, но работают на ВПК. Снимать квартиры им необходимо. Также офицерский состав весь проживает, друзья, не в казармах, а в наемном жилье. Да, поэтому, друзья, так как линия фронта приближается, все больше концентрации там военных или людей, которые связаны с, так сказать, обслуживанием военных действий, да, и именно с этим связано повышенный спрос на аренду. А так как деньги там зарабатывают люди от 40, наверное, там тысяч, да, я думаю, я так 50, ну у кого, по-разному там, я сейчас говорю о специалистах, которые работают именно в городе, да, не на фронте, а обслуживают ВПК, то вполне себе можно предположить, что именно с этим связан рост. Но, друзья, все хорошее когда-то заканчивается. Я предполагаю все-таки, что вот этот показатель аренды очень чувствительна к изменениям всевозможным на рынке недвижимости. Напомню вам, что на рынок недвижимости влияют внешние факторы, в данном случае война, внутренние факторы, в данном случае экономика, да, экономики нет, есть ВПК, который насыщается какими-то деньгами, которые получаем мы в виде этих самых кредитов из-за границы. Эти деньги идут на зарплату в том числе, ну и таким образом влияют на рынок аренды. Я думаю, что все-таки, друзья, мы увидим к концу года динамику, вот здесь она будет снижаться, аренда, я имею в виду. Почему? Потому что 7,12% это очень много, и я вам просто на примере, вот, очень просто, если у вас есть, допустим, 10 тысяч долларов, и вы посчитаете нужным открыть депозит в долларах, естественно, и положить деньги на депозит, то вы увидите, что там от 1% до 1,5% вы будете получать по такую процентную ставку. Но скорее это будет 1%. То есть с 10 тысяч долларов вы получите всего лишь 100 долларов. Это ни о чем пассивного дохода, если вы, естественно, это все положите в какой-то там банк, который вам больше понравится. Но, друзья, еще раз повторюсь, 1% и 7% или 7,12% это, ну, просто несопоставимые вещи. Даже если мы с этого пассивного дохода, это не чистый операционный доход, уберем амортизацию, то есть квартиру надо каким-то образом ремонтировать, там может мебель менять, подкрашивать что-то, да. Уберем налоги, которые, предположим, платит физлицо, хотя это не соответствует действительности, у нас рынок аренды в тени находится. Ну и так далее, да, то выйдем где-то процентов, наверное, все равно на 6,5, это тоже очень много. Поэтому, друзья, ждем, когда рынок аренды отреагирует также снижением вот этой арендной ставки. И это не за горами, так как рынок недвижимости по предложениям мы уже видим, что на протяжении полгода показывает динамику снижения. И я все-таки предполагаю, что это тенденции, которые мы будем наблюдать до конца года. Итак, друзья, давайте я остановлю пока слайдов. И что говоря о том, что произойдет с рынком недвижимости, в отличие от, так сказать, юристов, кто там еще у нас сейчас, риэлторы, да, даже, кстати, экономисты,
Хотя они, в общем-то, более адекватные из всех вот этих перечисленных специалистов, да. Кто на кофейной гуще гадает, кто там еще на чем. Экономисты не гадают на кофейной гуще, но у них тоже там свои абсолютные безумные теории существуют по поводу рынка недвижимости. И сейчас не будем о них говорить, будем говорить о прогнозах. Я применяю в прогнозах метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на рынок недвижимости также через призму показателей, которые характеризуют экономику. Это также индексы рынка недвижимости, не недвижимости, а индексы рынка. Это основные макроэкономические показатели, в общем-то, как я уже повторюсь, характеризуют развитие экономики в целом. Не просто Украины, а, допустим, Днепропетровской области. Это в открытом доступе, посмотрите, называется внутренний валовый региональный продукт. Так вот, там все, друзья, очень плохо и плохо. Поэтому рынок недвижимости, являясь сегментом экономики Украины, будет показывать ту же самую отрицательную динамику. Чего? Снижение стоимости квадратного метра. То есть мы знаем, что рынок недвижимости характеризуется несколькими показателями. Это количество проданных квартир, оно снижается год от года. И я об этом вам показывал в прошлом месяце, записывал подобное видео, тоже официальная статистика. Также стоимостные показатели. То есть мы видим, полгода уже снижается стоимость квадратного метра класса социальное жилье. Ну, на примере я просто привожу это. Итак, друзья, до конца года мы будем видеть где-то по 0,5% снижения стоимости квадратного метра. Несложно посчитать. Осталось сколько у нас? 6 месяцев. Вот если каждый месяц будет минус 0,5%, то где-то порядка, а там еще у нас положительная динамика 50, по-моему, 9%, то порядка 2-2,5% в конце года мы будем видеть уже снижение стоимости квадратного метра жилой недвижимости, друзья. То есть для меня это очевидные вещи, но давайте не будем забегать вперед, время пройдет быстро, я, даст Бог здоровья, буду каждый год говорю, каждый месяц, я в принципе записываю данные видео каждый месяц на протяжении многих лет. В декабре месяце, в январе запишу подобное видео и обсудим, разберемся, насколько мои прогнозы соответствуют действительности. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки, друзья, ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Elim Consulting готовим каждый месяц подобные обзоры для того, чтобы вы не заблудились в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще, друзья, я знаю, что меня смотрит достаточно много людей, которые работают в оценке. Много смотрят меня людей, юристы, которые занимаются, в общем-то, вопросами, когда надо сделать ретроспективную оценку на длительном, допустим, глубина исследования может быть 10 лет. То есть у меня базы данных 2000 года. Я их аккумулирую, собираю, уже говорил, что у меня есть патент, есть, так сказать, авторское право, и вы можете воспользоваться моими услугами. Я, естественно, это делаю за деньги. Также мои работы применяют, вернее, используют достаточно много специалистов, которые именно работают с проблематикой, насколько была верна оценка сделана того или иного объекта недвижимостью, допустим, в 2000 году. Таких вариантов на сегодняшний день много, юристы ко мне обращаются, как и оценщики. Я с удовольствием вам помогу, друзья. Итак, лайки ставьте, дизлайки и не забывайте подписываться на данный YouTube канал. До встречи в следующих моих видеороликах.